Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні поділюсь з вами рецептом дуже смачного десерту. Це трайфл, торт у стаканчику. Легкий, повітряний, смачніше навіть класичного. Він простий в приготуванні, не вимагає кондитерських навичок, а тому вийде у кожного. Это те продукты, которые понадобятся для клубничного конфи. Не пугайтесь этого названия. Самая обычная начинка с добавлением крахмала. 400 для начинки и несколько ягод для украшения. Выберите самые красивые. Хорошо перебиваю погружным блендером в однородное пюре. Выливаю в ковшик. К сахару добавляю кукурузный крахмал и тоже хорошо перемешиваю. Если крахмал у вас слежался, предварительно его просейте, чтобы не оставались комочки. Вот такая вот получается однородная масса. Продукты хорошо соединились. Высыпаю к пюре и буду уваривать на самом маленьком огне. Постоянно помешивая, довожу до кипения. И как только закипит, засеку время и проварю 1 минуту. Зачищаю стенки, донышко, чтобы нигде ничего не прихватывалось. Время от времени останавливаюсь. Проверяю, начинается кипение или нет. Видно, что начинка уже дышит. Сейчас появятся бульки. Началось кипение. Кипит точно так же, как заварной крем. Проварить надо для того, чтобы не чувствовался вкус крахмала и чтобы он хорошо сработал, загустил начинку. Добавляю щепотку лимонной кислоты для вкуса и цвета. Цвет получится более яркий. Но вы смотрите по своей клубнике. Если она у вас и так не очень сладкая, то кислоту можете не добавлять. Получился красивый натуральный цвет клубники. Все, выключаю огонь, еще немного перемешиваю на горячей плите и переливаю в более широкую миску. Затягиваю пищевой пленкой в контакт и оставляю до полного остывания. Или просто время от времени ее перемешивайте, чтобы сверху не появлялась корочка. Вчера приготовила шоколадный масляный бисквит. После полного остывания завернула в пищевую пленку и ночью надлежался в холодильнике. Порция на 3 яйца и выпекала в форме диаметром 18 сантиметров. Посмотрите, насколько он пышный, пористый, без добавления какого-либо разрыхлителя. И видно, что не сухой. Вес бисквита получается 315 грамм. Сколько у меня останется после этого десерта, я обязательно укажу в рецепте. В описании над рецептом оставлю ссылку на видео с его подробным приготовлением. Зайдите, посмотрите. Бисквит готовится очень легко, горячим способом. Уверена, он у вас обязательно получится. Вот такая получается крошка. Пышная, мягкая. Начинка остыла. Осталось только приготовить крем. Для него понадобится сливочный сыр и сливки жирностью 33-36%. Эти продукты должны быть достаточно холодными. Продержите их в холодильнике не менее суток. К сливкам добавляю сахарную пудру, обязательно просеянную, ванильную пасту или ванильный сахар. Добавляйте целый пакетик. И взбиваю. Включаю сразу низкую скорость, чтобы сливки не разлетались. И по мере загустения увеличиваю до максимальной. Мощность моего миксера 450 Вт. После венчиков уже остается легкий рисунок. Видно, что сливки загустели, взбивать достаточно. Добавляю сыр. Делю его порциями, чтобы он быстрее соединился со сливками. И снова также начинаю с минимальной скорости до полного соединения продуктов. И увеличиваю до 4 из 5 возможных. Если ваш миксер менее мощный, то возможно понадобится максимальная. Пристраивайтесь к своему, но вообще по крему вы поймете, какая скорость вам больше подходит. И взбиваю в пышную устойчивую массу. Время взбивания может быть разное. Оно зависит не только от скорости и мощности миксера, а еще и от жирности сливок. Когда после венчиков остается не только четкий рисунок, а уже и появляются пустоты, взбивать достаточно, чтобы не отсеклось масло. Вот такой получается крем, пышный, воздушный, устойчивый и однородный. Набираю в кондитерский мешок, но немного крема оставляю для шапочек, поставлю его в холодильник.
чтобы в мешке его не согревать руками, иначе шапочки получатся не такие красивые. Вот такой вот получилось конфи, оно уже полностью холодное. Видно, что не забито крахмалом, не жидкое, но и не густое. Стаканы у меня емкостью 330 мл, достаточно большие. Но поверьте, никто не скажет, что десерта много, он получается очень вкусный. На донышко выдавливаю небольшие порции крема. Следующий слой бисквитная крошка. Насыпаю по 6 чайных ложек и набираю их с большой горкой. Этот слой выравниваю. Сильно давить не надо. Трайф получится более воздушный и более нежный. Под весом начинки, крема, бисквит и так уплотнится. Начинку набрала в кондитерский мешок и срезала тоненький уголок, чтобы она не вытекала толстым слоем, так ее легче контролировать. Эта порция рассчитана на 4 стакана, и в каждом будет по 2 прослойки, поэтому можете разделить ее, взвешивая. Но вы учитывайте размеры своих стаканчиков. Чем они меньше, тем тоньше будут слои. Насадку для крема тоже возьмите поменьше. У меня, кстати, М1. И из этой порции продукта у вас получится не 4 стаканчика, а 6 или даже больше. На клубнику крем. И так повторяются слои. Бисквит опять по 6 чайных ложек. Если и решите немного уплотнить, то совсем чуть-чуть. Пропитывать крошку ничем не надо. Бисквит масляный, он сам по себе не сухой, а сверху еще начинка. Этого будет достаточно. По таким же пропорциям я готовила клубничную начинку для пирожков, но там другая технология приготовления. Клубника остается кусочками, немного желе, пирожки получаются очень вкусные. Сейчас на экране появится ссылка на это видео. В сезон клубники приготовьте и попробуйте. Пирожки остаются целые, начинка не вытекает, но в то же время остается сочной. Ну а чтобы на десерт ушло немного времени, начинку можно сварить заблаговременно. Еще немного бисквитной крошки, но уже не столько, сколько на предыдущие слои. Просто закрываю начинку и делаю кремовые шапочки. Крем в холодильнике остался плотным, поэтому шапочки получаются красивыми. Я думаю, не надо даже рассказывать, как это вкусно. Но не советую клубничные конфи заменять кусочками свежей клубники. Так намного вкуснее, нежнее и срок хранения дольше. Готовьте с удовольствием, радуйте своих любимых такими вкусными літніми десертами і приятного вам апетита! Ну а якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а постійним спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.